Это обязательно случится. Что же, давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Мне почему-то показано, что у кого-то из вас может проиграться, что сейчас вот то ли какая-то проблема, вот в подвисшем состоянии. Что за проблема? С чем это связано? Смотрите, опять же, у кого-то может проиграться, что здесь либо задержка денег какая-то, задержка зарплаты может быть. Это могут быть задержки, может быть, каких-то социальных выплат. То есть все то, что связано с финансами. Может быть, вам долги не отдают, да, долгое время, и вы за это боретесь. Вот вы не знаете, как выбить, забрать назад деньги с человека. У кого-то может быть в подвешенном таком вот состоянии ваши отношения, у кого-то это семья может быть. То есть вы понимаете, что здесь уже есть любовный треугольник, либо же вы просто охладели друг к другу, да, вы как чужие люди, и вы не знаете, что делать дальше. Вот какая-то такая подвисшая ситуация, и вдвоем плохо, но и не готовы, не можете заставить себя разойтись, возможно, по каким-то материальным, да, вот вопросам. Не хочется делить машины, квартиры, деньги и так далее. Но, тем не менее, треугольник терпеть тоже вы не намерены. Кто-то из вас, возможно, вот у кого проиграется даже такая ситуация, вы можете даже подумывать о том, чтобы жить, допустим, вот как соседи, но просто где-то вот встречаться, искать другую женщину. То есть каждый будет жить, у каждого будет своя жизнь. Даже такие варианты вы рассматриваете. Вы человек, который, в общем-то, такой может быть вспыльчивый. Вы человек, но из которого очень сложно вить веревки. Вы можете позволить вить веревки только осознанно. Можете, так знаете, наблюдать, улыбаться и понимать, что кто-то пытается вас либо сдаить, да, вот те самые узелки завязывать на вашей голове. Но это исключительно должен быть ваш выбор. Это когда вы можете дать слабинку только самым близким, скорее, людям. Как правило, это бывают любимые женщины, это бывают дети, внуки там и так далее. Ну, то есть это люди, которые вызывают у вас самые теплые отношения. Да, эти могут, конечно же, где-то немножко обнаглеть, оборзеть, и даже могут быть ситуации, вот особенно это проиграется у тех из вас, у кого, ну, более-менее финансы есть. То есть они могут вас, ну, то ли на денежки раскручивать, то есть пытаться либо же одалживать, а потом не отдавать, да, либо же как-то вот намекать, что вот они такие бедные, несчастные, и они понимают, что вы деньги имеете, вы всегда поможете, какую-то денежку подкинете. Ну, то есть тоже пользуются вашей добротой и вашими финансами. Напишите, у кого проиграется такая ситуация. Действительно, вот есть такие моменты, что, может быть, близкие, там, родственники, друзья, коллеги, ну, пытаются вас каким-то образом доить, да, вот финансово, вот пользоваться вашей добротой. Если такого нет, тоже пишите, но всегда интересно почитать ваши истории. Вы человек, который очень любит комфорт, вы любите, чтобы все было со вкусом, вы сами такой, знаете, вот эстет. Вы умеете и цветовую гамму подобрать, вот в интерьере, в одежде, ну, где бы это ни было. Вы стараетесь вот свое жилище как-то то ли облагораживать постоянно, может быть, вы часто любите какие-то перестановки делать, может быть, вы ремонты делаете, любите вот как-то обустраивать, что ли. Такие люди обычно, когда даже едут куда-то там на шашлыки, на пикники, там, ну, чуть ли не в палатке живут на природе, все равно у вас должно быть все четенько, все аккуратно, рюкзак собранный, все чисто, да, вы должны все, ну, чуть ли не по списку, да, вот проверить, взяли вы все или нет, ну, такой вот вы, очень, может быть, даже педантичный вот в таких вопросах. Вы человек, который исключительно верит в судьбу, вы полагаетесь порой на судьбу, хотя злодейка судьба не всегда вам и помогает, да.
Периодами бывают такие ситуации, когда вы понадеетесь на кого-то, либо на что-то, а идет все наоборот, да, либо же человек вас подводит, либо же обстоятельства как-то так складываются, что получается совершенно не так, как вы рассчитывали. Что еще мне о вас расскажет Таро? Кому-то из вас сейчас, смотрите, опять же, поскольку это общий расклад, да, как я сказала, есть среди вас и довольно обеспеченные люди, которые могут другим помогать, но есть те, которым сейчас холодно, может быть, даже в каком-то смысле голодно, да, я не говорю, что прям на хлебе воду пьете, но здесь могут быть даже из-за финансовых проблем, могут быть проблемы с едой, возможно, даже ну, это как зима, замерзание. Вот почему-то мне идет вот, ну, чуть ли не катаклизмы, когда зимой отключают отопление. Либо же когда это отопление очень слабое, когда приходится, ну, чуть ли не в лесу там дрова рубить и печкой топить, да, может быть, у кого-то из вас действительно, если это частный дом, либо дача, может быть, вы перебрались на дачу, потому что в квартире очень холодно, да, поэтому, ну, здесь такая действительно очень критическая ситуация, когда темно, холодно, когда, может быть, нет там, ну, я не знаю, ни света, ни воды, ни газа. Это, ну, действительно такие очень кризисные моменты. Напишите, у кого это проиграется. Вы человек, который пережил в своей жизни, возможно, даже ситуации, ну, обычно говорят, кидалово, да, кидалово на деньги. Это может быть из-за вашей такой доброты, может быть какой-то наивности такой, да, кто-то вам пообещал там золотые горы, может быть совместный бизнес, может быть там одолжили большую сумму, но так и не отдали. То есть ваши финансы, но они постоянно вот какие-то такие приключения претерпевают. Напишите, у кого какие вот ситуации именно с обманом связаны, да, вот именно обман по поводу денег. Поэтому еще может проиграться, что вы уже так с опаской, если и одалживаете деньги после такой вот какой-то не очень хорошей истории, вы можете либо с опаской одалживать самым близким, проверенным людям, либо же вообще старайтесь уже никому ничего не одалживать и говорите, да нет, сейчас там проблемы с финансами, ничего нет, хотя, в общем-то, вы могли бы одолжить. Ну, то есть то, что обман есть, а вы его не терпите, ужасно не терпите обман. С чем еще был обман? Мне интересно. Финансы это 100%. Вообще вот, смотрите, у вас были и конфликты из-за обмана. Здесь и любовная история была тоже связана с обманом, когда приходилось ставить точку, когда приходилось терпеть дикую сердечную душевную боль. Но мы не будем бередить ваши раны, это так, вскользь я вам немножечко поведала. Итак, давайте-ка посмотрим все-таки, что же обязательно произойдет в вашей жизни. Я буду называть разные события, а вы переворачивайте под себя, кому что подходит. Итак, смотрите, ну опять же, мне показано расставание, прерывание отношений каких-то. Это может касаться тех из вас, кто сейчас в таких вот кризисных, в токсичных отношениях. Это ситуация, когда вы, возможно, даже кто-то разойдется именно из-за финансовой части. Здесь не обязательно может проиграться любовный треугольник. Но, знаете, когда женщины пилят, очень часто женщины пилят мужчин, вот ты не зарабатываешь, денег нет и так далее. Из-за финансов тоже может у кого-то проиграться разрыв, потому что когда вас пилят днем и ночью, ну, это очень тяжело вытерпеть. Поэтому эта ситуация уже как бы предрешена в вашей жизни, поэтому просто уже настройтесь, да, ну, как говорится, примите это. Вы сами понимаете, что дальше так продолжаться не будет, вы долго терпеть не будете, и у кого-то из вас, возможно, уже есть такие мысли, что пора ставить точку в таких токсичных отношениях.
Тем более у кого-то может проиграться, что уже есть на примете либо же женщина, которая вам нравится, либо с которой у вас уже роман какой-то есть. Женщина довольно такая неплохая и внешне, и как человек неплохая, и, в общем-то, и зарабатывает хорошо. Поэтому здесь альтернатива у вас есть. Поэтому у кого это проигрывается, можете смело ставить точку в этих разрушительных у нас по башне. Да, это просто разрушительные отношения, если вы их терпите. У кого-то из вас может быть рабочая поездка, причем поездка такая очень неожиданная, спонтанная, вплоть до очень скоро может быть. Просто будьте бдительны, в этой поездке может быть какой-то обман, какой-то подвох. Будьте бдительны, чтобы, ну, даже там, где вы оставляете вещи, да, чтобы ничего не пропало, чтобы не попадались на вашем пути какие-то лицемерные люди, которые в глаза улыбаются, а потом вставляют нож в спину. Потому что какой-то подвох в этой такой неожиданной командировке может у вас проиграться. Даже вот я бы, знаете, почему-то мне пошла сейчас информация такая, я бы сказала так. Особо еще обратите внимание, те, кто за рулем. Может быть, дальнобойщики, может быть, вы просто водитель, ездите куда-то в командировку. Тем более, если вы ездите сами. Особенно вот вас я бы предостерегла от такого обмана. Может быть ситуация, когда, знаете, вот голосуют на дороге, вот подвезите меня. Будьте осторожны, будьте бдительны, потому что человек может быть, мягко говоря, нечистый на руку. Мягко говоря, не очень порядочный, асоциальный, ну и так далее. То есть вы поняли меня. Это человек может быть из неблагополучной семьи, который внешне вроде бы выглядит нормально, но смотрите, чтобы просто с денежками не было никаких проблем, да, вот. Особенно я не буду озвучивать, я просто покажу эту карту, да, вот, что держит в руках этот человек. То есть вы можете, ну, сами представить эту ситуацию. Я не хочу даже это озвучивать. То есть те, кто за рулем, лучше не подбирайте никаких случайных пассажиров. Потому что порой женщины сейчас и баллончики имеют, и все что угодно. Поэтому будьте осторожны. Что еще у вас обязательно случится? Какой-то сумасшедший такой, знаете, может быть и дорогостоящий, а может у кого-то проиграться и не такой дорогой подарок, но он настолько вот будет именно по душе, по сердцу. Это может быть подарок от женщины. Вот те из вас, которые имеют отношения, но не токсичные. Это могут быть новые отношения. Это может быть женщина, с которой вы живете, но живете это как бы нормальная такая семья. Это будет сумасшедший такой приятный подарок, неважно даже цена. Вот как-то это будет с теплотой так сделано, вот подарено в такой неожиданный момент. Это может быть даже не обязательно там на день рождения, либо там годовщины, там какие-то праздники. Вот просто такой маленький сюрприз. Но будете просто летать от счастья. У кого-то из вас проиграется неожиданное денежное поступление, возможно, о котором вы уже и забыли, либо же, ну, как бы руки опустили, поставили крест. Опять же, это могут неожиданные возвращения долгов, это может быть премия какая-то, это может быть, там, я не знаю, наследство с неба от какого-то заморского дядюшки. В общем, это может быть все что угодно. Кто-то, может быть, в какой-то одежде, в кармане найдет внушительную сумму. Даже если не внушительная мелочь, а тоже приятно. Вы человек еще, знаете, который очень любит сюрпризы. И вот такие вот подарочки, которые порой вам подкидывают и люди, и Вселенная, они вас, ну, как ребенка порой радуют. У кого-то из вас будет, ну, такой романтик. Это будут отношения, которые вы можете сначала даже вот не воспринять серьезно. Вы можете думать, что да, это будут просто такие короткие отношения, не хочу не жениться, не хочу ничего серьезного. Но как-то вот все пойдет так на сближение, так вы начнете очень быстро сближаться с этой женщиной, что ваши такие
интимные плотские утехи, ваши такие, казалось бы, временные отношения, они перейдут в любовь и впоследствии даже в брак могут перейти. Вы человек еще, знаете, который очень осторожно сходится с людьми, поэтому вы хоть и будете присматриваться к женщине, к этой, ну, к новой этой женщине, да, вы поначалу будете к ней присматриваться, но очень быстро вы поймете, что ваше сердечко трепещет, как только вы видите ее, как только вы слышите ее, да, там она звонит, она пишет, ну, то есть это такие будут потрясающие эмоции, наверное, которые были еще когда-то у кого-то, может быть, в юности, а может и не в юности были, да? Так, что же еще за драгоценный подарок будет? Смотрите, у кого-то из вас еще может проиграться, неожиданно так сложатся все обстоятельства, что ли. У кого проблемы с вашей вот женщиной, с бывшей женщиной, с которой вы конфликтовали, которая постоянно, может быть, нападала на вас, наседала, пыталась что-то у вас то отсудить. Ну, в общем, какие-то неприятности с ней были. Вот она неожиданно просто как-то отстанет от вас, и это будет таким подарком, потому что вы уже порой от нее как бы задыхаетесь, да, вот, ну, в переносном смысле слова, она вас так достала, и своими придирками, хоть вы уже и не вместе, но она постоянно, особенно это будет касаться, может быть, тех, кто не так давно разошелся, потому что она постоянно от вас что-то хочет. То отсудить, то по поводу детей, то по поводу имущества, денег и так далее. Вы будете просто счастливы, что наконец-то вы... Кстати, кто-то из вас может ее заблокировать. Вот она так достанет, и вы просто вздохнете после этого. Это будет для вас такой подарок своего рода. Просто выдохните. Вот вы, может быть, терпели ее, а потом вот придет какой-то конец. Может проиграться даже, кстати, да, что вы сами вот в блок ее кинете, и перекреститесь и поставите на этом точку. Вот ты меня достала, да, своими придирками, своими конфликтами и так далее. Кто-то из вас, мои дорогие, может узнать такую очень приятную, я думаю, новость, когда вам скажут, у тебя будет ребенок. Особенно, знаете, это будет приятно для тех, кто давно мечтал о ребенке. У кого это будет от любимой женщины ребенок. Ну, а те же, кто просто романит, ну, берегитесь, да, чтобы вас таким сюрпризом не ошарашили. Хотя, в принципе, если для вас это ничего страшного, то тогда не берегитесь. Это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Но это тоже такой довольно драгоценный подарок может случиться в вашей жизни. Ну, напоследок давайте посмотрим, что еще за подарок. Ну, здесь опять-таки мне показана любовь. Вот конец вашей страдальческой жизни. Вот те, кто сейчас, может быть, ни во что не верит, кто сейчас, может быть, в депрессии, может быть, оградились, уже такие отшельники стали. У вас очень четко новая любовь и семья. Новая любовь и семья – это, наверное, такой подарок, о котором многие из вас уже даже не хотят задумываться, потому что вот помнят, либо же еще осадочек остался, как это больно, да. Но, тем не менее, пути Господни неисповедимы, и судьба порой подкидывает нам такие сюрпризы в жизни, о которых мы даже и не мечтали. Это будет счастливая семья, это будет новая история любви, когда все вместе, когда эмоции бьют через край, туз кубков, это всегда... Эмоции – это бабочки в животе, это когда хочется жить, это когда ты бегаешь просто окрыленный, когда тебе хочется сворачивать горы. Я очень люблю этот туз кубков, потому что это начало чего-то чистого, нового. Это история любви, которая может перейти в серьезные отношения, да? Поэтому, мои хорошие, не вешаем нос. Даже те, кто сейчас в депрессии, кто ни во что не верит, ну, вы сами видели. Семья, туз кубков и любовь – все у вас на горизонте. Подарки судьбы и все эти события, у каждого свои, обязательно произойдут в вашей жизни. Вот такой был сегодня расклад.
Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!